Намасте, друзья. Как построить благостные отношения внутри семьи между мужчиной и женщиной? Очень давно хотел записать это видео и поделиться с вами теми знаниями, которые описаны в ведических текстах о том, как создаются семьи, почему внутри ведической системы в семьях зачастую присутствовало понимание, уважение и, конечно же, как результат, любовь. Когда соединяется по ведическим законам, по ведическим правилам мужчина с женщиной, их потомство, оно помогает развиваться этой вселенной, оно помогает привносить в эту вселенную нечто полезное, нечто очень ценное. Ибо же описывается, что когда соединяется одно и второе, между ними получается третье. И это третье не похоже ни на первое, ни на второе. Но в зависимости от того, какое качество было первого исходного кода и второго, соответственно, получается третий. Я думаю, это очень понятно. И сейчас очень много мне вопросов пишут, и очень много консультаций я даю, связанных именно с тем, что люди не понимают, как выстраивать гармоничные отношения внутри союза. Уже когда вы создали союз, конечно же, это сложнее, чем перед тем, как вы только подбираете себе спутника жизни. В ведической традиции очень давно, это длится уже сотни тысяч лет, перед тем, как заключить брачный союз, молодожены приходили и получали благословение у родителей. У родителей не просто «мама, папа, разрешите нам пожениться, расписаться» или там как-то еще, а с точки зрения того, что родители, ведь они же умудренные опытом, и они сразу же шли к ведуну или к тому, кто ведает знаниями. Например, это мог быть астролог, который смотрел на карту рождения молодожен и говорил о том, что ваши вибрации совпадают, ваши касты совпадают, и тогда действительно ваш союз можно считать успешным, то есть в потенциале он будет успешным. Там очень много параметров есть, там до 10 параметров, которые я на сегодняшний момент разбираю, там их есть больше. Каждый из них показывает какое-то взаимодействие. Например, как будет супруг относиться к детям, вообще как в его системе воспринимается ценность такая, как дети. Или там, как насчет питания, сможете ли вы вместе стать веганами, например, там, да, или мясоедами, неважно. Каждый для себя сам решает, как он питается. Но самое главное, что когда соединяются люди, они должны к чему-то двигаться вместе, гармонично и дополнять друг друга, помогать друг другу развиваться. Вот в Ведах конкретно сказано, что в первую очередь брачный союз между парнем и девушкой, он основан на принципах дхармы. Это вечные законы, на которых построена Вселенная. Что такое дхарма? Дхарма – это предназначение. Что собой представляет твой пазл внутри твоего сознания? Потому что каждый из нас – это пазл, который вставляется в большой-большой такой ковер, который ткацкий такой станок, и вот этот вот узор вставляется, когда это необходимо. И если он не показывает нужный узор, соответственно, его там дефектуют, выбрасывает Вселенная. Остаются только те, которые правильно выполняют свою дхарму. Так вот, союз и вообще институт семьи в ведической традиции – это основа, и, понятно, любого общества основа. И если в каком-то обществе институт семьи начинает ломаться, соответственно, и общество начинает разрушаться. Почему? Потому что соединение между мужчиной и женщиной – это не для того, чтобы удовлетворять друг друга, не для того, чтобы совместное предприятие, бизнес открывать, не для того, чтобы много детей рожать, а для того, чтобы в Ведах это рассматривалось с позиции гармонии. Гармонии в обществе, в первую очередь, духовного роста, совместного духовного роста и сохранения социального порядка. И сегодня я хочу вам рассказать об этой позиции, как это в Ведах расписано. Есть 4 варны или касты, каждый может относиться к ним по-разному, но то, что они работают, это 200%, и я точно знаю из своего астрологического опыта консультирования, что это точно работает. Сегодня я вам покажу эти примеры, сегодня я вам даже расскажу, как это выглядит в современном мире. Итак, основная система или варново-кастовая система – это есть браманы, это священники, учителя, либо же ученые, либо же те, кто дают определенную науку, духовную, либо же материальную, неважно, они учителя. Кшатри – это те, которые занимают позицию воина, либо же управителя, организатора, то есть те, которые занимают руководящие должности, либо же направляющие людей куда-то, то есть они такие хорошие организаторы.
Вайши — это торговцы, либо же земледельцы, либо же те люди, которые обладают какими-то талантами, они что-то умеют, договориться умеют, они умеют что-то объединить людей и создать что-то необходимое для этого общества. Ну и, конечно же, всегда там присутствует момент выгоды. И шудры. Шудры очень часто трактуются как такие низкие рабочие, которые должны всех обслуживать. Я очень во многих текстах встречал опровержение этой информации, и в принципе, глядя на разные карты разных людей, я понимаю, что шудры — это не те, которые обслуживают всех, браминов и так далее. Это как раз на этой позиции извратили понимание, что такое кастовая система. Шудры — это мастера. Это может быть хороший ювелир, это может быть хороший дантист. То есть это тот, который обслуживает общество, но это может быть очень высококвалифицированный. Тот, который, это может быть очень известный актер, например. Ну, то есть это тот, который делает классное ремесло. Так вот, когда мы берем эти 4 касты, между ними мы всегда смотрим, совпадают ли вибрации, заложенные внутри сознания, душа воплощается в теле, и у нее есть определенные задачи на это воплощение, дхарма. И если она следует своей дхарме, соответственно, она реализует себя максимально. А если к вам приходит в партнерство человек с другой дхармой, например, у вас высокие вибрации, а у него пониженные, получается, что вы усредняетесь, понимаете? Вы недовыполняете свое. А он или она, если захочет, то потянется, а если нет, то потянет вас еще ниже. Именно поэтому оно так хорошо работает. И есть очень четкая классификация в ведах, я вам сейчас ее покажу. Основные правила были следующие. В ведических текстах описывается, что есть законы ману смрити. Это очень древний закон, который описывает, что собой и как собой представляет здесь человеческое общество, и как, в принципе, здесь все можно организовывать так, чтобы оно эффективно работало. Так вот, в них подробно описывается 2 типа смешанных браков. Первый называется анулома, когда мужчина принадлежит более высокой касте, чем женщина. И этот вид брака, он считался более приемлемым и даже очень часто поощрялся, потому что верили, и до сих пор это действительно, я подтверждаю, что так и есть, что рожденные дети в таком союзе наследуют более высокий социальный статус, ну и вообще, в принципе, вибрации по жизни. То есть как это выглядит? Например, это брахман или ученый, он женится на женщине-организаторе, на женщине, которая что-то может делать, там, да, и там, что-то как-то там в этом жизни организовывать кого-то. Ну, вот примеры вы видите. Это может быть брахман, когда он женится на кшатрийке, либо же кшатри женится на вайшье, либо же вайшья женится на шудре. И считалось, что дети в этих союзах, они получали статус, который был ниже статуса отца, но выше статуса матери. Давайте я еще раз проясню, что это означает. Я сейчас не говорю о том, что ты родился в семье, например, брамина, или ты родился в семье кшатрия, или там вайшьи, и сразу же ты получаешь по наследству этот титул. Нет. Сегодня я вам покажу систему, по которой можно в ведической нумерологии увидеть, к какой варне относится дхарма твоя, на твое воплощение, на это. То есть я вам покажу, как это. Конечно же, детально я это все рассказываю на курсе по нумерологии, там, где мы полностью разбираем, для чего это, как это считается, какие есть нюансы. Сегодня я вам просто покажу, как это работает. Не саму систему вычислений, а как это работает. Потому что система вычислений, это надо долго объяснять, будет лекция на 1,5-2 часа. С первой мы разобрались. То есть она считается наиболее выгодной. И вторая – это протилома. Это в том случае, если женщина принадлежит более высокой касте, чем мужчина. Такой союз, он считался нарушением социального порядка и в большинстве случаев осуждался. И ведические писания, они утверждали, что дети, рожденные в таком браке, при условии протиломы, не имели высокого социального статуса, то есть у них получались какие-то ограничения. Почему, я сейчас дальше объясню. И объяснить я это хочу показать сначала на ведических примерах, которые записаны в священных писаниях. Вот их никто не выдумал, они вот прям составлены, многие тысячи лет изучаются многими поколениями, они действительно работают. И в Ведах Всевышний Творец, Он нам дал специально на примерах возвышенных личностей, чтобы мы понимали, что и у царевичей, и, помните, как это, Мария, богатые тоже плачут, помните, у нас по мотивам до этого же всего было. То есть и даже у богатых сословий людей работает этот принцип. Так вот, первый пример, это когда был Девьяни и Яити. В Махабхарате дочь это гуру Девьяни, которая была брахманкой, она вышла замуж за царя кшатрия Яити. Этот брак был примером анулома. И у них было достойное потомство, у них не было каких-то сложностей с детьми, там, они никого не предавали, друг друга не убивали, там, и, то есть они расширяли
и статус своего рода, потому что родовая преемственность очень важна. И они не конфликтовали между собой. Второй пример – это Шантану и Сатьявати. Царь Кшатри, Шантану, он женился на Сатьявати, дочери рыбака Шудры. Этот брак тоже был анулома и считался приемлемым, хотя имел некоторые социальные последствия. Какие последствия, я дальше вам расскажу, и это прям в Ведах вы можете найти, это расписано и показано, что негоже царю жениться на девушке из низкого сословия. Но перед тем, как я это сделаю, я хочу прояснить, чтобы вы прям видели красоту ведической культуры, что она подразумевает под отношениями. В первую очередь, конечно же, это взаимное уважение и поддержка. То есть партнеры должны уважать друг друга, должны уважать происхождение своего партнера, и они должны, в первую очередь, это взаимное уважение и поддержка. Раз уж вы в одном браке состоите, соответственно, вы должны уважать своего партнера, это ключ. А также вы должны уважать его происхождение, то есть его наклонности, и, соответственно, с этими наклонностями, то есть эту варну, о которой я рассказывал, кто он, кшатри, ваши и так далее, его обязанности, которые будут играть ключевую роль для него. Духовный рост должен быть, то есть брак должен способствовать духовному развитию обоих супругов. Если это условие не выполняется, тогда этот брак идет в никуда. И выполнение дхармы. Это важно, чтобы каждый супруг выполнял свои обязанности, как семейные, так и социальные, с любовью и преданностью. Что это означает? Что ведическая культура, она совершенно конкретно показывает и говорит, что если муж занимает определенную варну, например, он научный сотрудник, а супруга, он получается брамин, а супруга, например, она относится к сословию вашьи, то есть она любит торговать, она любит сделки заключать, она любит, может быть, на сцене выступать, еще что-то. Она не должна недооценивать его вклад, например, в науку и давать ему возможность развиваться, и не требуя с него зарабатывать огромные деньги, потому что это не задача брамина. Брамин дает знания, брамин дает духовную подпитку этому обществу, и жена его за это уважает. И то же самое муж, он не должен страдать от того, что он ученый, он, возможно, не так много зарабатывает, как это мог бы, открыв какое-то, запатентовав там что-нибудь и продавая что-нибудь. Но он делает огромный вклад, но он уважает, что его супруга, например, имея какие-то выгодные связи, она может зарабатывать больше, чем он. У него нет с этим конфликта, потому что он выполняет свою дхарму, жена его уважает, и внутри происходит хорошее слияние энергии. То есть, подведя краткий итог, есть 4 варны, в которых рождается человек, и его сознание, оно таким специальным образом подстроено, то есть его драйвера, внутренняя его система ценностей, его желания, его, соответственно, поступки дальше, они в соответствии настроены с определенной варной. Сейчас, конечно же, так как все перемешались, нет таких прям чистых, что вот только кшатри или брамин, это просто невозможно, все смешаны. Но нужно отталкиваться от того, что есть определенный порядок, закон, а дальше уже смотреть, какие вариации получились, и там даже уже маленькие отклонения, я вам дальше покажу, они будут играть существенную роль. Например, считалось, что когда мужчина более высокой касты принадлежал, и он женился на женщине низкой касты, то это не так опасно, если это не перешагивало. То есть если брамин женился на кшатрийке, это хорошо. На вайшье неплохо, на шудре уже совсем не очень хорошо. А вот когда женщина выше по касте, и она выходила замуж за мужчину, который ниже, такой брак и дети, и, соответственно, вклад в социум и исполнение дхармы считалось хуже. Вы можете это посмотреть и по тому, какие наклонности у вашего партнера, супруга или супруги. И так плюс-минус на глаз, как говорится, определить. Он торговец, или он военный, защитник, или он организатор, или он руководитель и так далее. Конечно же, лучше смотреть на расчеты. Хочу вам привести пример из Махабхараты. Это великий труд, который показывает, как появился конфликт, во время которого несколько миллиардов человек погибло. Большая была война, 5500 лет назад. Как он появился? Так вот. Сатьявати – это была дочерью рыбака, и она представительница, соответственно, касты Шудр. Ее отец позволил ей выйти замуж за царя кшатрия Шантану при одном условии, которое гласило, что ее дети унаследуют трон. Это условие нарушило напрямую дхарму, принцип порядка, так как старший сын Шантану, Бхишма, это был великий воин, это был непобежденный воин, непобедимый воин, он целые вселенные мог разносить.
который был рожден от священной реки Ганги, был законным наследником. Какова была клятва Бхишмы? Чтобы удовлетворить своего отца, Бхишма дал обет безбрачия, то есть он отказался от престола, что привело к одному из таких величайших воинов своего времени. Он не смог помочь своему народу, своему царству и своему роду достойно развиваться и защитить те принципы, которые следовало делать ему под дхарме. Он отошел от дел, соответственно, он не женился, то есть он держал брахмачари, за счет чего был мега сильный, но у него не было ни жены, ни наследников. Соответственно, другие могли стать, его, получается, там, братья сводные могли стать руководителями, царями. И вот они стали. И понимаете, в чем здесь получился конфликт? Дочь рыбака, рыбак своим мышлением, то есть, да, это шудра, который обслуживает, ловит рыбу, продает ее на рынке. Он не понимает, что такое дхарма, что царевич должен управлять, что у детей более низкой касты, у них другое качество мышления. Душа приходит в эти касты не такая развитая. Поэтому он поставил такое условие. Был бы он кшатрием, он бы такого условия не ставил, да, потому что он бы понимал определенные принципы, у него было бы определенное воспитание. Так вот, что произошло? Произошло то, что когда тот отказался, тот, который был наследником, Бхишма, дед, он там такой мощный, пришли Кауравы и Пандавы. И получается, что дальше две противоборствующие силы, Кауравы и Пандавы. Произошла битва великая, Курукшетра, на которой погибло несколько миллиардов человек. Вот вам пример из Вед, когда управитель, царевич из кшатрийского рода взял в жены себе шудру. Несколько миллиардов человек погибло. И я думаю, что вы найдете много примеров, и я вам сегодня их тоже покажу. Итак, у нас получается здесь общий вывод, который гласит: в ведической культуре разрушительность внеклассовых браков, особенно пратилома, то есть когда женщина по статусу выше, не всегда проявляется в форме личной трагедии супругов. То есть это в семье может быть плюс-минус нормально, там как-то терпят друг друга. Чаще всего она рассматривается в контексте разрушения социального порядка, ослабления дхармы и в конечном итоге пагубных последствий для всего общества или целого рода. Как это ярко я вам только что показал в Махабхарате. И поэтому Писание предупреждает, что когда люди игнорируют законы природы и общества, законы описаны в Ману, то, что я вам говорил, закон Ману, это ведет к дисгармонии и в конечном счете к катастрофе. Дальше я вам покажу несколько примеров, то есть какие между кастовыми могут быть, считаются благостными, а какие совсем нужно избегать. Итак, первое – это шудра и брахман. Когда шудра это те, которые мастера, и брахман – это тот, который всех учит, это тот, который наставник, гуру, духовный и так далее. Связь между шудрой, то есть работник, ремесленник, и брамином, священным либо же ученым, в ведической культуре считался одним из наиболее нежелательных и опасных, особенно если брак был пратилома, женщина-брахманка, а мужчина шудра. Опасность такого союза объяснялась не только личным осуждением, сколько глубокими философскими и социальными причинами. То есть браманы, они почему не должны жениться или выходить замуж за шудр? Потому что они занимаются духовным и интеллектуальным развитием общества. А шудры, они занимаются в основном физическим трудом, там, спортом, какими-то изделиями и так далее. Брак между ними, особенно пратилома, когда женщина относится к брамину, а мужчина мастеровой, нарушал эту систему. Считалось, что такой союз создает социальную дисгармонию, поскольку дети, рожденные в нем, не могли полностью следовать дхарме ни одной из каст. Что появлялось дальше? Загрязнение и деградация касты. То есть брамины должны поддерживать чистоту внутри своей преемственности, а там подмешивается другая кровь, имеется в виду энергетически, которая уже подмешивает там другие жизненные ценности. И получается несовместимость жизненных целей. Обязанности и ценности шудры и брамина, они кардинально отличаются. Потому что, даже брамины, они стремятся к знаниям и медитации, к духовной реализации, а шудры, они сосредоточены на практической деятельности и на служении обществу. Поэтому брак между высшим брамином и низшим, не низшим в смысле, еще раз, я очень хочу, чтобы вы правильно это поняли, он считался дисгармоничным максимально. То есть, если папа ученый, а мама просто делала какие-то фигурки, еще что-нибудь какие-то вышивала и так далее, и не понимала, зачем там папа медитирует вообще, зачем он время тратит, лучше бы деньги зарабатывал, пошел бы на завод. Все, дети в этом союзе не будут
счастливы. Очень-очень-очень-очень с высокой вероятностью. Дальше. И здесь я вам хочу показать, как это выглядит вживую. Ну, давайте возьмем из реальных примеров Джеки Чан, смотрите, и его супруга Джоан Лин. У них есть общий сын, и получается, смотрите, по Джеки Чану мы смотрим, что Джеки Чан 50% шудра и 40% брамин. Ну, 10% кшатри, понятно, что мастер боевых искусств и так далее, и тут должно было быть обязательно что-то. А Джоан Лин, его супруга, она 50% брамин и 50% кшатри. То есть это как раз показывает вот этот дисбаланс, что Джеки был шудрой, то есть он мастер, он мастер боевых искусств, понимаете, мастер, вот это шудра, да, казалось бы, великий человек. Вот. А его супруга, она брамин и кшатри, то есть она на статус выше. И вот их ребенок, он постоянно залетает в какие-то, с наркотой его принимают, особенно после того, как папа Джеки Чана назначили председателем по борьбе с наркоманией в Китае, и тут его сына ловят с героином, там еще с чем-то, там целые скандалы, суды и так далее. Понимаете? Разница потенциалов. Не потому что они плохие люди, разные видения, куда жизнь должна тебя привести. Ну и, соответственно, ребенок не смог себя реализовать. С другой стороны, хочу вам показать следующий пример, такой перевертыш. Это когда Арнольд Шварценеггер, смотрите, его показатель, у него 50% брамин и 50% шудра. То есть он мощный тоже, да, физически, он там активно себя проявляет. А его супруга Мария Шривер, она 40% брамин, 40% кшатри, 0 шудры и 20% она вайша. То есть в этом по процентам побеждает у нас Арнольд. То есть он брамин, 50%. И так как у него супруга Мария 40% тоже брамин, у них одинаковое видение, одинаковое смысловое поле, воспитание, стремление и так далее. Все их 4 детей, они успешные предприниматели, кто-то создает приложение, кто-то раскручивает медиа-контент, кто-то там актеров продвигает, продюсеры и так далее. Никто никого не ловил с наркоманией, никто никому вены не резал и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, как это работает? Таким образом, резюме, да, что получается, что если есть дисбаланс, особенно вот в верхних кастах, то это нарушает дхарму и ведет к социальному хаосу, потому что такие дети не могут себя найти, реализовать себя не могут. А также это приводит к социальной деградации непосредственно самой браманической преемственности. То есть если бы папа был брамин, и мама была бы кшатрийка или браминка, например, да, или, ну, уже ладно, вайшья, то все-таки мог бы и дети следовали бы этому всему. А если там это все... То есть все идет через отца, потому что отец дает семя. Ну, так в ведах описывается. Давайте посмотрим на шудра и кшатри. Кшатри он должен защищать, а шудра он должен обеспечивать. В принципе, неплохо, но есть определенные особенности. Итак, значит, какие слабые качества здесь? Союз между ними считался рискованным из-за кардинально разных обязанностей. Супруги не могли быть полностью понимать и поддерживать друг друга в выполнении своей дхармы. Например, жена шудра могла бы не понимать важности военных и политических дел своего мужа кшатрия. Ну и наоборот. Что здесь получается? Что в случае брака анулома, когда мужчина кшатри, а женщина шудра, дети могли иметь более низкий статус и не быть способными к управленческой деятельности. А в случае наоборот, когда мужчина шудра, а женщина кшатри, союз считался более разрушительным, потому что по законам ману потомство могло стать изгоями общества. Ну и там понятно, что несовместимость дхармы, ослабление качеств потомства и потенциальное разрешение социального порядка. Все то же самое. И завершающий – это межкастовый брак, который шудра и вашья. То есть это 2 касты, которые ниже находятся. И между ними считалось, что менее опасные, чем, например, брамин, да, и вашья. Вот. Но все же нес определенные также риски. И не то чтобы риски, а свои особенности. Нужно просто знать, как дальше с этим всем взаимодействовать. Что здесь было? Основные опасности. Вайшя должен заниматься торговлей, сельским хозяйством, там, скотоводством, разводить коммерцию, там, заключать договора, строить что-то там и так далее. И вот дхарма заключается в увеличении богатства, да, поддержании экономической стабильности общества. Это сильные экономисты очень часто бывают. А шудра, его дхарма сосредоточена на служении и помощи. То есть это вот какие-то общества, что-то там вместе сделать, посадить деревья, защита каких-то там прав. Да, и вот очень часто коммерсанты, они не состыковываются с партией зеленых, которые защищают на этой планете деревья, там, ну это шудры делают.
И вот вот он конфликт интересов. А дети не понимают, за мамой или за папой, мне кем быть, мне куда идти, понимаете? Вот такая вот история. И здесь я вам хочу показать вот этот завершающий уже конфликт. Владимир Семенович Высоцкий, мега личность, уважаемая личность. Он был на 40% шудрой, на 40% вайшей. Смотрите, у него гармонично. 10% кшатри и 10% брамин. А его супруга Людмила Абрамова, она была на 60% шудра, на 40% она была кшатрием, и она практически не была брамином. И так как папа снова-таки больше был брамином, но у мамы и у папы были шудра больше, наклонности, соответственно, их детки, у них 3 детей, по-моему, или 4. В общем, они также актеры, они двигаются в направлении развития себя в творчестве, они там что-то создают, там какие-то директора картин и так далее. То есть папа главенствовал над кастой мамы, и они были вместе шудрами, то есть они служили народу через творчество, через выступления на сцене. Ну, там мама немножко по-другому, потому что у нее кшатрия 40%, она там журналистикой занималась и так далее, но это уже все детали. Самое главное, что я вам показал, что здесь это все работает. Вот сейчас я вам даю таблицу, в которой подвожу итог, кто с кем как взаимодействует. Можете поставить на паузу, можете посмотреть для себя, сориентироваться и понять, что и как может здесь для вас работать, и как бы вы могли оценить свой брак, кем кто у вас является и как вы с этим взаимодействуете. Друзья, надеюсь, это было полезно. Если у вас есть комментарии, если у вас есть желание с этим разобраться, конечно же, приходите на курс по ведической нумерологии, я буду об этом рассказывать. Дальше будет курс, это базовый курс, после него будет курс ведической астрологии, в который еще глубже я прям совместимость давать буду на очень серьезном уровне. Ну а если вам просто хочется описать о своей судьбе, о своих взаимоотношениях, о своих видениях, как это все происходит у вас, обязательно пишите. Это всегда очень интересно, ведь делиться опытом – это самое главное. Мы же люди социальные. На этом все. Намасте.